Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот милую единорожку. Кто давно подписан на мой канал, тот ее уже видел. Также вы видели, что в предыдущих видео я выложила мастер-класс, в котором подробно показываю, как связать тело игрушки. Мастер-класс подробный. Есть в описании схема, также есть схема просто вот так написанная на экране. Я вам оставлю ссылочку в описании на тело. А сегодня в этом видео мы свяжем с вами мелкие детали, такие как рог, ушки, мордочку, сердечко, и покажу, как вывязываю гриву. И вы сможете вместе со мной связать вот такую милую единорожку. Рост игрушки 15-16 сантиметров, в зависимости от того, какая плотность у вас и каким крючком вы вяжете. У меня уже связано тело. Тело цельновязанное. Оставляю также вот здесь вот подсказку на это тело. Также ссылка будет в описании. Для вязания гривы нам понадобится желтенький цвет. У меня это Alize Cotton Gold 110 цвет. На мордочку я буду использовать Yarnard Jeans 03 цвет. Я ним же вязала как бы копытца, в общем, ручки-ножки, вот эти вот части. И основной цвет у меня 42-й Yarnard Jeans. Начнем вязание с рога. И вяжем первый ряд. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Если вдруг я вяжу медленно или быстро для вас, то вы можете в настройках в YouTube сделать ускорение, либо замедлить видео. Ставим маркер, чтобы знать, где у нас начало ряда. Я использую вот такую вот ниточку, так как она не оставляет дырочек. Теперь вяжем второй ряд. В этом ряду мы будем вязать 1 столбик прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний раз столбик, прибавка. И всего у нас в этом ряду получилось 9 столбиков. Хорошенько затягиваем макушку, чтобы у нас здесь не было никаких дырочек. Теперь вяжем третий и четвертый ряд по 9 столбиков, без прибавок, без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали третий ряд. И четвертый ряд вы вяжете самостоятельно, так же как и третий, просто по кругу 9 столбиков. Провязали, теперь вяжем пятый ряд. В этом ряду мы будем вязать 2 столбика прибавка. 1, 2, прибавка.
1, 2, прибавка. И последний раз 1, 2, прибавка. Далее 6 и 7 ряд мы вяжем без прибавок, без убавок. По кругу у нас 12 столбиков. Этот кончик можно туда спрятать, чтобы он нам не мешал вязать. И вяжем самостоятельно по кругу 2 ряда по 12 столбиков. И встретимся в конце ряда. Итак, провязали мы последний ряд, 7. Делаем соединительный столбик. И оставляем длинный кончик для пришивания рога. Все, наш рог готов. Вот такой вот небольшой рог получился у нас. Его немного нужно набить холофайбером, либо какой у вас там есть наполнитель, чтобы он был плотненький. Теперь будем вязать ушко. Начинаем вязание также с кольца амигуруми. И в это колечко делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. Намечаем начало ряда. И вяжем второй ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка. И так 3 раза. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. И последний раз столбик, прибавка. По кругу у нас получилось 9 столбиков. Вяжем третий ряд. В этом ряду будем вязать 2 столбика, прибавка 3 раза. Столбик, второй, прибавка. Один, 2, прибавка. И последний раз вяжем 2 столбика и прибавку. Всего по кругу у нас получилось 12 столбиков. Четвертый ряд вяжем без прибавок, без убавок, по кругу 12 столбиков. Я думаю, этот ряд несложный, вы свяжете его самостоятельно. Провязали четвертый ряд, вяжем пятый. В этом ряду мы будем вязать 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Далее 2 ряда, 6, 7 мы вяжем без прибавок, без убавок, по кругу 15 столбиков.
Эти ряды несложные, вяжем самостоятельно. Провязали 6-7 ряд. Теперь делаем следующую петельку соединительный столбик и оставляем длинную ниточку для пришивания ушка. Ниточку эту хорошо подтягиваем. Так, вот такое у нас ушко получилось. Берем иголочку. Складываем вот так вот пополам ушко. Складываем потом еще раз пополам. И вот таким образом мы его сошьем. Подхватываем здесь столбик. Подтянули. Теперь с этой стороны подхватываем столбик. И насквозь в следующий. Вот так вот. И ниточку закрепляем. В эту петельку иголочку вводим и затягиваем. Все, затянули. Теперь выводим иголочку сюда вовнутрь. Все, вот такое ушко у нас получилось. И вот так это будет выглядеть на игрушке. Потом я покажу, как это пришивать. Аналогично вяжем и сшиваем второе ушко. Теперь будем вязать мордочку. Набираем 5 воздушных петель. Для этого делаем первую петельку. И делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь со второй петельки от крючка, то есть вот эту, мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. У нас осталась одна петелька, и в эту петельку мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. И в последний делаем прибавку. Вот сюда. Все, первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Чтобы не запутаться, ставьте маркер. Вяжем прибавку в этот первый столбик. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. Теперь вяжем 3 прибавки. Первая, вторая, третья. Вяжем 2 столбика. 1, 2. И делаем 2 прибавки. 1, 2. По кругу у нас получилось 16 столбиков. Получается вот такая овальная деталька.
Вяжем третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка, 2 столбика, и теперь в нашей прибавке мы вяжем 1 столбик, прибавка, 3 раза, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Теперь вяжем 2 столбика, 1, 2. И теперь на наших двух прибавках мы также вяжем 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И по кругу у нас получилось 22 петельки, 22 столбика. Вяжем четвертый ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, делаем прибавку, вяжем 2 столбика. Теперь над нашими прибавками мы вяжем 2 столбика, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка. Провязываем 2 столбика, 1, 2, и вяжем 2 столбика, прибавка, 2 раза, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка. Получилось у нас 28 столбиков. Теперь мы вяжем 5 и 6 ряд без прибавок, без убавок, по кругу 28 столбиков. Вяжем эти ряды самостоятельно. Провязали 2 ряда. Вот такая вот мордочка у нас получилась. Закрепляем ниточку соединительным столбиком и оставляем длинную ниточку для пришивания мордочки. Теперь свяжем вот такое вот сердечко на животик. Можно его связать в цвет рога, можно вообще кружочек вывязать. Ну, это, в общем, на ваше усмотрение. Можете просто пришить какую-то пуговичку. Итак, делаем кольцо амигуруми. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И провязываем в это колечко 3 столбика с 2 накидами. 1, 2. И вяжем 1 столбик, 2, 3. Теперь вяжем 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Вяжем 1 столбик с 2 накидами. Теперь 4 столбика с 1 накидом.
И теперь 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. И набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Присоединяемся в начало вязания, тоже в это же колечко, только уже соединительным столбиком. Так. Вытаскиваем длинную ниточку, которую мы будем пришивать это сердечко. И стягиваем колечко амигуруми. Тянем за маленький кончик. Все, вот такое сердечко у нас получилось. Итак, все детальки мы с вами связали. Есть у нас и мордочка, и ушки, и рог. Теперь будем все это дело пришивать. Теперь мы будем пришивать детальки. Первым делом мы будем пришивать рог. Находим серединку мордочки. И так как начинали мы вязание с шеи, то находим вот здесь вот 20 ряд. Считаем первый столбик у нас с прибавками. Считаем, считаем, и вот до 20 ряда. Берем наш рог, ставим его посерединке на начале 20 ряда. Ну, это я так рог пришиваю. Вы можете на свое усмотрение, может быть, под каким-то там другим углом, может быть, повыше, пониже. В общем, ставим посерединке рог. Мы его наполнили, прикалываем. Так, прикололи. И смотрим, чтобы наш рог был симметрично относительно глазок, ручек. Теперь берем иголочку, заправляем кончик и будем пришивать. Итак, вот наша ниточка. Подхватываем столбик на голове, прям в том месте, где у нас выходит эта ниточка. Выводим в соседнем столбике. Обратите внимание, у меня тупая иголочка, и я пришиваю прям между столбиков. В ниточку я не попадаю. Так. Теперь берем, подхватываем первый столбик на роге. Вот так подхватили столбик. Хорошенько подтягиваем. Находим столбик в тот же, который мы пришивали. И выводим в следующем. Также снизу подхватываем следующий столбик. Подтягиваем. Вводим иголочку там, где мы выводили. И выводим в соседнем столбике. И вот таким образом по кругу мы пришиваем весь рог. Подхватываем снизу. Заводим иголочку там, где у нас вводилась она.
все. Далее пришиваем рог самостоятельно. Я думаю, все понятно. И вот так аккуратненько у вас все будет пришито. Главное, не забывайте подтягивать каждый стежочек, чтобы петельки здесь втягивались в полотно. Пришиваем весь рог, и я покажу, как я закрепляю ниточку. Итак, вот я пришила рог. Вот так он выглядит. У меня остался последний стежочек. Я вот вывела иголку в последний столбик. Вот так снизу вывела. Ввожу иголку там, где у нас заходила иголочка. И вывожу иголку в первый стежок, где мы начинали шить. Так. Теперь завожу иголку в рог. И вывожу где-нибудь вот так вот в соседний столбик. Хорошенько подтягиваем. Немножко неаккуратно получилась вот эта первая петелька. Но это ничего страшного. У нас будет грива, и это все дело закроет. Так, вывели мы иголочку. Цепляем мы этот столбик вот так. Вводим в эту петельку иголку. И вот таким образом я закрепляю ниточку. Все, она закрепилась. Ввожу еще в рог. И закрепляю где-нибудь в другом месте сбоку. Точно так же. И потом прячу в тело эту ниточку, а лишнее обрезаю. Не забудьте потом рог поправить, чтобы распределился там холофайбер хорошенько. И не было нигде стянутых петель. Теперь будем пришивать ушки. Ушки мы располагаем вот на таком уровне. Берем сначала иголочку, накалываем наше ушко. Так, и прикалываем к игрушке. Итак, прикалываем ушки так, как нам нравится. Можно смотреть, чтобы ушки были относительно ручек, симметрично. Вот так вот. Но обращайте внимание, что мы прикалываем ушко вот в этом ряду. Между 19 и 20 рядом. Если считать вот от начала головы. Я прикалываю обычно двумя булавочками, да, иголочками. Потому что вот так вот вертится ушко. Сначала я намечаю, на каком уровне мне их пришить. Потом закрепляю, чтобы они не вертелись. И тогда уже буду пришивать. Смотрим, чтобы все было симметрично, и будем пришивать. Берем иголочку, затягиваем туда ниточку от ушка и будем пришивать ушко точно так же, как мы пришивали рог. Смотрим, откуда у нас выходит ниточка. Находим ближайший столбик и выводим в соседнем. Вывели. Теперь мы из-под низу подхватываем первый столбик. Вот так вот. Подтягиваем.
Смотрим, где у нас ниточка выходила. Туда мы заводим иголку и выводим в соседнем. Снова подхватываем снизу следующий столбик. Заводим иголочку там, где у нас вышла ниточка. Подхватили следующий. И таким образом мы пришиваем ушко по кругу. Пришиваем дальше ушко самостоятельно. Данное пришивание никак не отличается от рога. Все точно так же. Подхватываем снизу каждый столбик и заводим иголочку там, где у нас идет ниточка. Может быть, на камеру не очень хорошо видно, но вот нитка здесь идет, сюда же мы вводим и выводим в соседний. И главное хорошо подтягивать, и тогда у вас вообще ничего не будет видно. Будет все аккуратно пришито. Пришиваем самостоятельно. Прячу кончик я точно так же, как на роге. Сейчас я пришью и покажу вам как. Я пришила ушко до конца. У меня остался последний стежок. Вот моя ниточка. Пришила вот последний стежок. Теперь захватываю ушко. Это получается прям то место, где мы сшивали наше ушко, когда только его связали. Захватываем этот столбик и заводим, откуда выходила ниточка, туда же и заводим снова ее. И выводим где-нибудь за ушком. Подтягиваем, чтобы она хорошенечко туда спряталась, ниточка. И закрепляем ниточку. Подхватываем столбик. Старайтесь не захватывать холофайбер. Подхватываем петельку и закрепили. Для надежности можно сделать пару закрепок. Вывести еще где-нибудь в соседний столбик. Подхватить его. И в петельку. Все. Наше ушко пришито. Пришиваем второе. Нам осталось пришить только сердечко на пузико. Вот таким образом. И мордочку. Я не буду показывать, как пришивать мордочку. На канале у меня есть подробный мастер-класс, как это сделать. Чтобы не затягивать видео, я вам оставлю вот здесь вот ссылочку. Также оставлю ссылочку в описании под видео. Но принцип пришивания точно такой же, как у рога, ушек и всего остального. Мы подхватываем столбик на теле, столбик на мордочке. И по кругу вот таким образом пришиваем. Я думаю, вы справитесь с этим самостоятельно. Мордочку мы наполняем холофайбером. Итак, пришиваем мордочку.
Приминаем мордочку, чтобы холофайбер, наш наполнитель, распределился там ровненько. Все, наша мордочка пришита. Теперь мы берем наше сердечко, прикалываем его, чтобы оно было у нас посерединке. Заправляем иголочку. Вот этот кончик сразу можно спрятать в тело. Можно взять крючок, ввести в каком-то месте, захватить эту ниточку. И спрятать в тело. Можно заправить было и с помощью иголки, но она мне недостаточно была длинная, чтобы было удобно иголкой заправлять. И теперь будем пришивать. Вы можете пришивать своим способом, либо моим. Ну, в принципе, тут без разницы, какой вы будете пришивать, лишь бы было бы аккуратно. Вводим между столбиков. Выводим. И все делаем по принципу, как мы пришивали и мордочку, и рог, и ушки. Только будем захватывать только половинку петельки. Вот так, половинку. Следующую. И таким образом по кругу пришиваем все столбики. Смотрите, чтобы сердечко у вас лежало ровно. И смотрите, где удобно вам пришить следующий стежок. Думаю, принцип понятен. Пришиваем так все по периметру, закрепляем ниточку, и наше сердечко будет пришито. Все, пришила я сердечко. Наверное, не совсем аккуратно, но спешила для мастер-класса. В прошлый раз вышло как-то поаккуратней. Хотя принцип пришивания был один и тот же. Пришивала только за половиночку. Но здесь что-то пошло не так. Возможно, еще потому, что здесь я вязала сердечко крючком 2,25, а вот это сердечко двоечкой. Возможно, то, что оно более рыхлое получилось, поэтому таким образом. Ну, в принципе, понятно, что это сердечко. Ну, в общем, вышло немножко коряво. Ну да ладно. А теперь будем вывязывать гриву. Для гривы я буду использовать вот такую вот ниточку Alize Cotton Gold Batik. Это цвет у меня 41-46. Вот такая вот ниточка, батик, секционная, или как там можно назвать это дело. Для предыдущей единорожки я использовала Alize Bella. Это хлопок чистый. Номер цвета не помню, но я вам здесь, если что, подпишу. Но вы можете использовать любую другую ниточку,
какая у вас есть, какая вам нравится. Итак, делаем начальную петельку цепочки. Сделали. И теперь смотрите, мы будем вязать локоны вот таким вот треугольничком. Вывяжем первый ряд за рогом сразу, потом будем идти на уменьшение, и вот таким образом сойдемся на 3 спиральках. То есть у меня последний ряд 3, потом здесь еще ряд, и будем ввязывать их через ряд. Итак, присоединяемся сразу за ушком, захватываем вот так вот столбик, захватываем нашу петельку, протягиваем и набираем 50 воздушных петель. Вы можете набирать любое другое количество, которое вам хочется, но вот эту вот гриву я вязала на 50 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, набрали цепочку из воздушных петель, 50 петелек. Делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в 50-ю петельку мы делаем столбик с накидом. Сюда же снова столбик. И теперь в каждую петельку вяжем прибавочку, получается. Не совсем удобно на весу показывать. В общем, в каждую нашу петелечку мы провязываем по прибавке до конца ряда. Вяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, вот я довязала наш локон до конца. А теперь присоединяемся в соседний столбик. Соединительным столбиком, то есть ниточку вытащили и ее же здесь протаскиваем. Так, теперь снова набираем 50 петелек и вяжем в нее 50 прибавок, как и вязали вот этот локон. Провязываем этот локон, присоединяемся в следующий столбик и вот так вяжем, сколько локонов у нас поместится. Набрали снова 50 воздушных петелек и снова делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. В 50 вяжем 2 столбика с накидом. Ну, соответственно, это у нас прибавка. И далее в каждую петелечку провязываем по 2 столбика с накидом. В каждую по прибавочке. И так до конца, до сюда. Итак, я провязала второй локон. И теперь присоединяю следующий столбик. Можно даже через столбик. Ну, главное, чтобы локон располагался ровненько. Присоединяюсь соединительным столбиком. Ниточку хорошо подтягиваем. И снова набираем 50 воздушных петель. И так повторяем до нужного вам количества. Вот так это выглядит. Я думаю, здесь поместится где-то 5 локонов. И следующий ряд можно сделать также 5, потом 3 и еще 3. Итак, смотрите, я провязала 5 локонов. Как раз 5 локонов у меня здесь получилось. Присоединила здесь вот последний локон, присоединила с краешку. Теперь как бы мысленно пропускаю 2 рядочка. Получается вот этот и следующий. И к этому рядочку я буду присоединять следующие локоны. Просто соединительным столбиком
присоединяюсь. Так, захватываю ниточку. Хорошенько вот эту вот подтягиваю. И протаскиваю как бы соединительным столбиком сквозь эту петельку. Вот так соединительным столбиком я присоединилась. И теперь буду вывязывать дальше 50 воздушных петель. И теперь второй ряд гривы я буду присоединять вот так вот по кругу, как здесь вот идут эти столбики. Потом опять 2 рядочка пропущу и сделаю снова рядочек. И таких рядочков делайте сколько вам нужно. Смотрите по вашей пышноте, как вам нужно, побольше, поменьше. Думаю, дальше вы сможете самостоятельно все провязать. Просто присоединяемся, 50 воздушных петель и вяжем дальше. И таким же способом мы будем вязать хвостик единорожки. Только набирать не 50 петель, а 25. Покажу на примере вот этой единорожки. У меня здесь 2 ряда. Нижний ряд у меня состоит из 4 локонов. И потом сверху еще 3. Вот. Но вы смотрите, сколько вам нужно локонов, столько и вывязывайте. Это не принципиально. Я пока весь гриву отложу и покажу вам, как оформить мордочку. Итак, первым делом сделаем белки на глазах, тем самым немножко утянем глазки. Берем белую ниточку, затягиваем в иголочку, которая подлиннее у вас есть. Берем на голове, находим между столбиками местечко, чтобы не захватывать никакую ниточку. Прокалываем и выводим ее снизу глазика. Вот так вот. Оставляем здесь длинный кончик, чтобы можно было хорошенько затянуть. Прокалываем сверху глазик, также посерединке. И выводим сверху посерединке другого глазика. И заводим снизу. А выводим в ту же дырочку, что и затягивали нитку. Только смотрите аккуратно, чтобы ничего не зацепить. Никакой столбик. Так. Теперь подтягиваем ниточки и вдавливаем глазки. Все, вот такие вот белочки у нас получились, и мы немного туда втянули глаза. Теперь завязываем здесь на узелочек. Ниточку обрезаем и прячем в голову. Дырочки, которые образовались, можно легко вот так вот исправить иголочкой. Просто соседние столбики расправляем влево-вправо, приминаем, и в принципе они исчезают. Так. Глазки преобразились у нас. Теперь берем тоненькую ниточку, черненькую, у меня это ирис. И теперь вышивайте реснички, как вам нравится, ноздри, бровки. В общем,
примерно вот так. Для этого я ввожу вот здесь вот сбоку между столбиков ниточку. Если вы впервые вышиваете, то я вам советую наметить, в каких местах вы будете делать проколы, и чтобы было одинаково. То есть смотрите, вот глазик у вас и 2 столбика. Здесь ставите иголочку. Здесь также смотрите, так, глазик и 2 столбика. Так, наметили и вышиваем. Вводим там, где у нас иголочка. Здесь оставьте кончик, чтобы вы потом его завязали. Так, вводим, можно, допустим, вот сюда ввести иголочку, а можно чуть дальше. Но это уже смотрите на свое, как бы, усмотрение, как вам лучше сделать ресничку, такую большую или поменьше. Я буду втыкать там же, где и была белая ниточка. Так, вывожу с другой стороны, там же, где белая ниточка. Так, и буду вводить, где у нас иголочка. Намечаем вторые реснички. Я делаю на 1 столбик вверх. Вот так вот. И здесь на 1 столбик вверх и ближе. Вот так. Соответственно, выводим здесь у нас ниточку. Заводим снова там, где у нас белая была. И выводим на другой стороне, там же, где и белок вышивали. И заводим там, где у нас иголочка. Также наметим, где у нас будут бровки. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 столбика вверх от глазок. Смотрим, чтобы ровненько было. Что-то можно так приложить, чтобы ровно было. И я вот на этом уровне буду вышивать бровки. Так, вроде бы правильно. И отсчитываю 3 столбика. 1, 2, 3 в сторону и 1 вниз. Также с другой стороны 1, 2, 3 и 1 вниз. Так, теперь вышиваем первую бровку. Здесь мы вывели, сюда заводим, а выводим на другой стороне глаза. Так, первая бровка у нас есть, можно это убрать. И вышиваем вторую. Выводим на эту сторону ниточку. Ох, как замоталась. Так. И смотрим, все ли мы симметрично вышили. Вот такие бровки домиком у нас получились. Завязываем здесь узелок. Можно ниточку обрезать, а можно этой же ниточкой дальше вышивать ноздри. Заводим иголочку туда же в дырочку. Стараемся нигде ничего не зацепить. Намечаем
иголочками, где у нас будут ноздри. Так. Эх. Так. Делаем ноздри примерно на 2 столбика. То есть вот здесь мы вывели и вниз на 2 столбика. И с другой стороны выводим. Так. А заводим там, где у нас иголочка. Убираем, чтобы они не мешали. И выводим в то место, где заводили ниточку. Подтягиваем, чтобы они не сильно выделялись. Так, вышили ноздри. Возможно, на камеру кажется, что они какие-то неровные. Но в жизни я на них смотрю, вроде бы все хорошо. Так, завязываем эту ниточку, обрезаем и прячем в голову. Все, практически наша единорожка готова. Нам осталось только связать гриву. Дома все сложные моменты я вам рассказала, показала, и у вас без проблем получится связать вот такую чудесную единорожку. Если вдруг у вас возникнут какие-то все-таки сложности, пишите мне в комментариях, и я вам помогу. Также буду рада, если вы поделитесь своими единорожками со мною в группе ВКонтакте, или же пришлете мне фотографию в Инстаграм, или, например, отметите меня вот этим хэштегом также в Инстаграм, и тогда я смогу увидеть ваши игрушечки по моим мастер-классам. Все, огромное спасибо вам, то, что вязали вместе со мной, и всем пока!